беспощадная и бессмысленная. Ничего, что мы здесь работаем, ходим. Мы не отвлекаем. Не страшно. Я научился абстрагироваться от разных жизненных ситуаций, тем более ради важнейшего из искусств. Абстрагироваться, я тоже пробовал. Но убийство. Там хоть интрига, а здесь чего? Ну, если ты знаешь всю эту интригу, давай вместе возьмемся, раскроем быстро это преступление. Я тоже с удовольствием коньячку выпью. Значит, дело было так. Барышня вошла в раж, схватила пистолет и отстрелила, все его желания. Такое часто случается. Со мной 100 раз было. Роман Витальевич, мне кажется, в данной ситуации твой юмор неуместен. Но всякие же бывают причины, чтобы взять и отстрелить. Причины. Улюкаев Борис Евгеньевич, 42 года, коммерческий директор рекламного агентства. Умер от потери крови и болевого шока. Пистолет какой-то странный. Больше на игрушку похож. Ну, а возможно, девушка не поняла, что он настоящий, заигралась и бабах. Бабах. А кто труп нашел? Администратор. Она первая сюда на работу пришла утром. А может быть, заслужил. Ого. Со мной? Я почти всегда прихожу за час до начала работы. И каждый раз обнаруживаете свежий труп? До работы Бориса Евгеньевича я была секретарем Федерации спортивной борьбы. И с тех пор знаю, как ставить на место беспардонных хамов. Ну ладно, я просто хотел произвести хорошее впечатление. Попытка не засчитана. Я пошла на кухню, чтобы сварить себе кофе. А когда проходила мимо съемочного павильона, случайно заглянула в открытую дверь. А там... Прошу вас. Охранник сказал мне, что Борис Евгеньевич ночует у себя в кабинете. Я старалась в такие моменты его не тревожить. Разумеется, ведь Борис Евгеньевич, скорее всего, там не с женой ночевал. Да. Обстоятельства его смерти деликатны. И это предполагает, что также деликатны будут те, кто их расследует. А каким деликатным был его убийца? Ладно. Борис Евгеньевич иногда приглашал к себе девушек для съемки из службы эскорта. Он считал, что они держатся естественней. Да и нрав у них попроще. Я не понял. Ваш шеф вступал с вами, с ними в близкие отношения? Для его жены все это будет ужасным шоком. А я проверю. Дадите телефончик этого агентства? Телефончик. Да. Кажется, здесь. Так, вот. Только пожалейте ее чувства. Конечно, конечно. В кармане. Шеф уехал в 3 часа, вернулся, когда рабочий день закончился. А когда вернулся? Ну, точнее, во сколько? 8 вечера. Вернулся один? Можем посмотреть. Вот запись камер наблюдения. Вот эту блондинку вы раньше видели? Тут много красивых женщин приходит, ко всем не приглядывался. Я уверен, что большинство из них он эротически симпатизировал. Тот еще кобель был. Постоянно молодых водил. В любого охранника спросить. Мы спросим. А долго она у него пробыла?
Ну, я шефа не записываю. Футбол шел. Как раз первый тайм закончился. Ну, минут 40, значит. Ничего необычного не заметили? Выстрелы не слышали? Крики страшные? Ну, они на третьем, я внизу. Футбол шел. Болельщик. Есть немного. Миша, мне звонила Зина. Что случилось? Здрасте, Ольга Владимировна. Борис Евгеньевич, он умер по Елеоне. Что? А вы кто? А вы? А мы вот. Прочитали? Я хозяйка агентства Борина жена. Не нужно. Вам не нужно смотреть. Пойдемте. Пойдемте. Среди вещей жертвы обнаружили связку ключей, пытаемся открыть сейф. Посмотрите внимательно, что здесь лежало. Здесь были браслеты, колье, серьги. В коробочках вот в этих. Их нет? Нет. А зачем вы тогда драгоценности держали на работе? Я думала, надежнее. Так, охрана, сейф, камеры. Посмотрите, пожалуйста. Я понимаю, вам тяжело. Посмотрите, что еще пропало. Документы вроде на месте. Пистолета нет. Вот этот? Да. А вы нашли его? Там. Ко мне есть вопросы еще? Да, давайте в более удобном месте пообщаемся. Пойдемте, провожу. Сфотографируйся. Она еще плачет по этому уроду. Ну, а ты бы что сделала на ее месте? Я? Хороший вариант. Надо позвонить Стиву, предупредить. Ты опоздал? Они расстались, что ли? Или она его грохнула? Или ты? Не знаю. Я взяла на себя финансы. Творческой стороной занимался Боря. Он развернулся. Стал играть на широком диапазоне. Заходить, так сказать, на любых. Я в курсе, на что вы намекаете. И что, вы никак не реагировали? Как все. Первый раз очень бурно, потом поняла, что все мужчины одинаковые, и рассчитывать на верность бессмысленно. Женщина огромной души. Где вы были вчера вечером? Я была в оздоровительном центре. Плавание, СПА-процедуры. СПА-процедуры. А во сколько вы пришли домой? Около полуночи вернулась домой и сразу уснула. И то, что мужа не было дома, вас, конечно, не удивило. Нет, он часто задерживался действительно по работе, и мудрые женщины предпочитают просто не знать. Мудрые мужчины тоже. Вот тут одна моя знакомая хочет выйти замуж за мужчину довольно такого зрелого возраста. Не знаю, на что она рассчитывает. Наверное, на мудрость. А вы передайте вашей знакомой, что мужчины с таким качеством встречаются крайне редко. Плечи назад, а! Ну, курица, как курица вся скукожилась, а? Да иди, что там стоите, давайте быстрее. Да, Борис Евгеньевич вчера заказал девушку для делового сопровождения Милану. Вот она, вот. О, боже мой. Мы хотим с ней поговорить, остановите их всех. Да вы что, с ума сошли? Дизайнер приехал, а он ждать не будет. Жабина,
Жабина, налево уходим! Жабина! Где у тебя лево? Значит, дизайнер ждать не будет, а мы с ума сошли. А ничего, что ваше деловое сопровождение потянет лет на 5? 241-я УК РФ. И пошла свая заколачь. Что, остановим их? Или так и будем костьми стучать? О как! Эй, ау! Свет дайте, а! Корова, а! Аккуратно, с каблуками. Извините. Да то, что надо. То, что надо. Давай руку. Все! Стоп, буренки! Перерыв! Вы знаете, мне вот все понравилось, что я увидел. Это был не полный комплект. А не полный комплект нижнего белья – это когда что-то не надето или когда что-то не снято? Ради этого вопроса прервали репетицию? Нет, репетицию прервали. Ради вопроса о Борисе Евгеньевиче. Я была с ним на деловом обеде. Потом он привез меня сюда. И мы расстались. Все. А кто вот это все подтвердить может? Девушки. Роман Витальевич, а поговорите с девушками. Со всеми? А чего нет? Значит, Борис Евгеньевич приглашал вас к себе. Несколько раз. Но я отказала. А почему вы вообще задаете такие вопросы? Эти экскурс-услуги. Потому что Бориса Евгеньевича убили вчера вечером. Девушка, которая приехала с ним в офис. Бурю убили? 3 выстрелами в сердце. Ну, что сказали модели? Я не понял. Часть из них была голенькой, я застеснялся и ушел. Но потом я поговорил с администратором, поваром и охранником, мужчинами с ярко выраженными вторичными половыми признаками. Они подтвердили, что сказала Милана. Есть информация, что на фуршете Борис раз 10 хватался за телефон. То ему звонили, то он звонил. Может, он вообще договорился с какой-нибудь другой моделью? Да. Я даже знаю, с какой. Кристина, блондинка. Сегодня ее в агентстве нет, она заболела. Вот ее фото, вот ее адрес. И кажется, ей нравятся его невинные шалости. Боря. Да, он был мужчина с причудами. Не всем девочкам это нравилось. А вам? Скажем так, меня его пристрастия не смущали. Хотя иногда я возвращалась от него в синяках и ссадинах. Вчера вечером он звонил вам? Да, но вчера я заболела. Миль, пардон, а что вы сейчас лечите? Синяки или ссадины? Может, мне еще раздеться? Да, очень хочется. Но если это будет вещественным как алиби доказательством. Вот. Это жаропонижающий. Это от горла. А это чек из аптеки. 20-50. А директор аптеки случайно не ваш клиент? Пошел к черту. Это твое алиби. Соседка может подтвердить. И в аптеке меня несколько человек видели. Кто бы из ваших подруг мог бы принять приглашение Бориса? Если бы это был кто-то из моих подруг, я бы, скорее всего, об этом знала. Со мной посоветовались бы. Просто в отличие от меня, многие боялись с ним встречаться. Еще есть вопросы? Есть новости от экспертов? Да, найденный на рубашке убитого белый волос – это парик. Другой найденный волос на подушке женский, он натуральный. Значит, возвращаемся к жене. Нет, у нее волосы русые, а этот волос рыжий. Администраторы и тренеры в оздоровительном центре подтвердили, что Ольга провела там все время до закрытия. Еще бы, там же процедуры, массаж, сауна, все, что нужно. А что творится в модельном агентстве? Чистый порог, никакого криминала. Но Виктор Иванович очень негодовал. Но Борис в этот раз мог воспользоваться другими контактами. То есть у него могла быть
Какая-то, подружка раньше. Хороший человек. Он ее обидел, она решила отомстить, дождалась нужного момента. Это вчера момент наступил. Подождите, тогда она должна была знать, что Борис хранил пистолет в сейфе. Или вчера вечером пистолет был при нем. А украшение она забрала в качестве компенсации за моральный ущерб в кармане. Где ее искать? Так, слушайте, если это неизвестная рыжеволосая модель, хоть раз была на съемках у Бориса, то кто ее мог видеть, скорее всего? Ну, например, я не знаю, гримеры, агентства. Ищем контакты гримеров? Виктор Иванович, вы успокойтесь. Олег, Фрейд и Люда. Контакты гримеров. Угу. Доброе утро. Так, вы идите ищите гримеров, а я пока найду администратора. Ну, встреча тет-а-тет? Не забывай, наш специалист по вольной борьбе. Угу. Да, но она еще и специалист по домашним пирожкам с капустой. С картошкой. И с творогом. Пошли. А пирожки сегодня с чем? Простите, что? Зинаиду где можно увидеть? Сядьте, она сейчас подойдет. Ага. Ты много благодарен. Домашние. Пекла для Бориса Евгеньевича. Теперь вот некому. Ну, с другой стороны, не пропадать же. Восхитительно. Я вижу, Ольга Николаевна на вас немного сердится. Да, я ей по-женски, конечно, сочувствую, но не могла же я стучать на своего шефа. Она все знала. Только делала вид, что не замечает. Вот. Из-за такой вот ее слепоты Борис Евгеньевич совсем перестал стесняться. Ужасная ситуация. Да, не говорите. Вы случайно не замечали среди ваших посетителей рыжеволосой барышни? Не обязательно модель. Да сейчас все рыжие, это мода сезона. Даже вон племянница Ольги Николаевны и та рыжая. Правда, Женя девочка хорошая. У нее волосы не крашеные, свои, натуральные. А они сейчас там? Да, все занятия бросила. Из института прибежала вся в слезах. А как Борис Евгеньевич к ней относился? Вы о чем? Да, действительно, о чем я. Да как вы могли подумать? Она же племянница его жены, практически родственница. Извините, не сообразил. А они там вдвоем? Плачут. Бедные. Можно еще один пирожок с капустой? Конечно. Не потревожу. А вы сами не видите? Терпеть не могу попадать во всякие неловкие ситуации. Так не попадайте. Премного благодарен за совет, Ольга Владимировна. Кстати, мы нашли ту барышню, которая сопровождала вашего мужа во время делового обеда. У нее есть алиби. Мне вас с этим поздравить? Себя. Эта барышня не спала с Борисом Евгеньевичем. Женя, тебе лучше уйти. Да, действительно, зачем слушать всякие гадости о своем близком человеке, если, конечно, сам не участвовал в этих гадостях? Немедленно прекратите издеваться над моей племянницей. Речь не идет об издевке. Вы лучше ответьте на такой простой вопрос. Как волос вашей племянницы попал на пиджак вашего мужа? Немедленно прекратите. Женя, не отвечай, я вызываю адвоката. Не надо комплексов. Поверьте мне, ваша тетя очень прогрессивная дама. Она отлично знала о всех интрижках Бориса. Да не было никаких интрижек. Вообще было все по-другому. А как оно было? Чего ты вы меня? Это не я. Я вас пирожками кормила. А чем были пирожки? Это Ольга цветочным горшком. Сказала, что ты набросился на ее племянницу, и у нее не оставалось выбора. Я подозреваю, что она была права. Я надеюсь, ее задержали за нападение на представителя власти. Ты не представитель власти, ты консультант. Олег все-таки повел эту Ольгу в прокуратуру. А племянница? С ней? Тогда нам пора. Господи. Только не говори, что ты все так и задумал. Нет, я думал, меня отравят пирожками. Три месяца назад он подвозил меня домой. Тогда все и случилось. Он принуждал вас к близости? Нет. Нет, я сама хотела.
Мы любили друг друга. А то, что Борис муж вашей тети, вас не смущало? Боря говорил, что любовь важнее всего. А почему вы встречались на работе? Другого подходящего места не нашлось? Я живу у тетиной подруги. Боря не мог туда приходить. Ну, он мог снимать квартиру. Он говорил, что все равно скоро придется рассказать Ольге. Угу. Как раз подыскивал подходящую. Скажите, вы знали, что Борис обманывал вас и в то же самое время встречался с другими девушками? Это неправда. Это неправда. У нас есть показания других девушек. Знакомы с кем-нибудь? Это какая-то ошибка. Но вы должны понимать, что если вы знали, что Борис обманывал вас, то это уже мотив для убийства. Я вам клянусь, последний раз мы виделись с Борей за 2 дня до всего этого ужаса. Простите меня, но вы так наседали на Женю, и вот эти ваши предположения, что она в связи с Борисом. Простите, я не сдержалась. Понимаю, доносчику первый кнут. Но больно, кстати. Возьмите. Спасибо. Узнать, что моя племянница, что она спит с моим мужем. Вашего мужа любили все. Женя тому не исключение. Она любила и доказала свою любовь. Я что, его так сильно ударила? Ну, всегда такой. Ну, вот давайте рассуждать. Борис признается Жене, что он изменял и будет изменять. Жене этого было достаточно. Юношеский максимализм. Поймите, она не могла его убить. Не могла. Смотрите, как странно. У вас за спиной ваш муж с вашей племянницей, и вы ее защищаете. Потому что я знаю ее с детства, и я всегда очень любила ее. И я просто знаю, что она... Ну, просто она не могла убить, понимаете? Я буду защищать ее до конца. В тот день тетя Оля собиралась в Петербург, спешила на вечерний поезд. Мы потому-то и решили встретиться с Борисом. Почему не дома у Бориса? Ольга ведь уехала. Знаете, встречаться с мужем тети у нее дома. В ее спальне я, конечно, безнравственная, но я не подлая, ясно? Ясно. Это я. Вот это. Вы уверены? У меня есть такое пальто, я могу показать. Угу. Покажи запись день убийства. А вот это не я. А это кто? Я. Вы же видите мое пальто. Что теперь будет? Ну, мы должны провести обыск в вашей квартире. Пока оформляются документы, вы должны остаться здесь. На всю ночь? Олег, сними отпечатки пальцев. Как меня нашли? А ты от кого-то прятался? Так вы убийц быстро находили. Евгения Логинова. Не смешите меня. Это была не она. Ага. Ты же сказал, что барышню не разглядел. Я не разглядел. Женьку узнал бы, по-любому. Че, вы так хорошо были знакомы? Неплохо. Она по 3 раза к тетке на фирму приходит на неделю. Пальто и парике, как обычно. Чего? Зачем переделаться по этой парик? А затем, что ее к себе на фирму регулярно муж вот этой тетки приводил. И никто из охраны, включая тебя, ее не опознал. Женька, любовница Бориса. Жесть. Ты хорошо удар поставлен. Профессионал? Было дело. Че, плечо повредил? Слушай, не могла Женьку убить. Никак не могла. Вот понимаешь, если бы ты опознал бы эту барышню в светлом пальто, то ты мог бы утверждать. А ты же не опознал. Я понял.
Поэтому она будет сидеть. Отпечатки на сейфе совпали с отпечатками Логиновой. Отпечатки еще не доказательства. Доказательства найдем при обыске. Че бы вы там ни нашли, она его не убивала. Да-да, иррациональное в рациональном. Что-то я об этом слышала. Алло. Вы лучше ее тетю проверьте. У тети алиби. Тем более, зачем тете воровать драгоценности из своего же сейфа? Мы получили разрешение на обыск. Поехали. Пошли. Ты с нами? А что, без меня не справитесь? Мы без твоей демагогии пропадем. А я хочу открыть второй фронт. Зайти к врагу с тыла, окружить, так сказать, противника. Всегда мечтал попробовать тимплей, но в покере это запрещено. А я человек законопослушный, но это система маяков. Эти лесенки. У фиша просто нет шансов. Вот темное пальто и светлый парик. Светлого пальто пока не нашла. Его не могло быть здесь, я же вам уже все объяснила. Продолжаем искать. Люда, иди сюда. Это не мое. Спокойно. Это не мое. Пустите меня, пожалуйста. Ага. Серьги, колье, браслет. По описаниям похоже на то, что было в сейфе. Я не понимаю, как оно. Это не мое. А дальше мы с вами будем разговаривать в следственном управлении. Мадам, а вы не разрешите мне проехать? Я спешу. Куда спешишь? У меня дела. Ты мусор бросаешь, я подметаешь. Твои дела дела, а мой дела не дела, да? Окажите мне такую любезность. Покажите, что вот в том пакете. В этом? Да нет, вот в этом, в красненьком. Сам бери. Ваша тетя заявила, что драгоценности пропали после убийства Улюкаева. Это возможное доказательство вашей вины. А именно мотив. На сейфе обнаружены отпечатки ваших пальцев. Я была в кабинете Бориса, когда он достал их из сейфа. Попросил примерить, ну, может быть, я случайно коснулась сейфа, я не помню. И кто-то меня еще упрекал в жестокости.
Это допрос подозреваемой в убийстве. Знаешь, если бы меня вот такие два зловещих Мюллера допрашивали, я бы в чем угодно сознался. Но дело не в давлении, а в доказательствах. Драгоценности найдены в ее комнате. Потом я все сняла и вернула их Борису. Тогда как драгоценности оказались в вашей Я квартире? не знаю, я их не брала. Я таких доказательств могу придумать еще 10. Я не придумываю. Для вас лучше сказать правду. Нет, я думаю, не все. Да, ведь спасибо, поняла. Ее тетя приехала. Я понимаю ваши чувства, но с такими доказательствами мы не можем ее отпустить. Она главная подозреваемая по этому делу. Да поймите же вы, Женя не убийца. Этого просто не может быть. Как страстно вы защищаете свою племянницу, с которой изменял ваш муж. Неужели зов крови действительно сильнее, чем гнев обманутой жены? Вам этого не понять, думайте, что хотите. Думать я люблю, от того умею. Я считаю, что Женя невиновна. Это все недоразумение. Не ожидала услышать это именно от вас. Приятно, что хоть кто-то здесь ко мне прислушивается. Вы даже не представляете, как внимательно. До тембральных оттенков. Главное, чтобы это помогло Жене. Поможет. Справедливость восторжествует, и Женя будет на свободе. Несмотря на эту впечатляющую тираду, все-таки советую вам нанять хорошего адвоката. Да вы что, шутите? Вы даже не представляете, до какой степени все серьезно. Да. Я не могу говорить. Хорошо, я приеду. Спасибо за совет. Адвоката я обязательно найму. В первую очередь он займется им. Ну и что ты здесь устроил? Я нуждаюсь в очень обстоятельном и срочном разговоре с тобой. Я даже знаю, каком. Тогда ты должна понимать, что здесь он невозможен. Да, я приглашаю тебя поехать со мной. Дашь порулить? Не знаю, нет. Поехали. Могу я поделиться впечатлениями о нашем, так сказать... Свидание. Да. Мне кажется, мы упорно преследуем вот тот красный автомобиль. Ты заблуждаешься. Надеюсь. Хотя, с другой стороны, вот ты сказала, и мне самому стало интересно. А куда он едет? Давай проследим. Какой интересный поворот в нашем романтическом свидании. Неужели ты думаешь, что я привез сюда тебя не ради свидания? Да я уверена. Ты не представляешь, как сложно с умными женщинами. И это касается не только тебя. Подожди. Позволь мне насладиться разворачивающейся мизансценой. Тогда не отвлекайся. У Ольги разворачиваются неслужебные отношения со своим подчиненным. Что будем делать? Возьмем за жабры сразу? Бессмысленно. Ну, во-первых, жабры у них отпали как минимум 5 миллионов лет назад. Во-вторых... А во-вторых, все мы облажались, кроме тебя. Эта девочка может оказаться невиновной. Но доказательств действительно нет. Когда доказательства будут? Может, завтра. Вот завтра и встретимся. Григорий, ваше предложение еще остается в силе? Я вот тут пораньше освободилась. Нет, меня подвезут. Не забудь его поцеловать. От меня только зубной протез ему не выдави. До встречи. Целую.
Как та маленькая девочка, которая сидит у нас в управлении. Она, как и ты, увлеклась старым негодяем. Григорий не негодяй. Задай вопрос Григорию. Какой вопрос? Какой-нибудь важный вопрос. Удачи тебе. И тебе удачи. Корпусом работай. Встречай, встречай. Левой добавляй. Ручки выше. Извините, Юрий Викторович, мне нужно с вами поговорить по поводу Михаила. Михаила? Руслан! Пройдем. Слушаю вас. Я понаблюдал за ним. У него техника чемпиона. Он и был чемпионом. В 2 весах. И работает охранником. Травма? Можно и так сказать. Плечо. Плечо ерунда. Баба его сломала. Как спалось этой душной ночью? Ты спрашиваешь, переспала ли я с ратником? Не хочу, я знаю, что не переспала. Вопрос женщины иногда больше говорит о ее тайнах, чем ответ. Ты знаешь, я предпочитаю на свиданиях не задавать вопросы и не портить себе вечер. Фу. Кажется, между вами правда что-то было. Видишь, как непростые женщины. Ладно, перейдем к мужчинам. Как ты думаешь, что может означать внезапный визит мужчины? В покер хочешь сыграть? Нет, не хочет. Хочет дать показания. Внизу стоит вчерашний охранник Михаил. И какие? Признательная. А зачем вы выгораживаете Евгению Логинову? Не хочу, чтобы за меня девчонки жизнь сломали. В кармане. Мотив. Я и Борис. Мы оба претендовали на Ольгу, а она выбрала Бориса. Громче. Я им это не простил. Убийство из ревности у нас. Когда девица ушла, я зашел в павильон, там Борис. Пистолет рядом. Громче. А утром секретарь обнаружила Бориса. Я прибежал на ее крик. То есть он думал, что мы будем искать ту модель и никого не найдем. А вы накинулись на Женьку. Женька, я так понимаю, племянница женщины, которую он любил. Да при чем тут это? Тихо. При чем тут женщина? Просто хотите Женьку в тюрьму посадить, она вообще ни при чем. Это сделал я, вот берите меня, вот я пришел. Но неужели никого, кроме меня, не смущает, что жена и ее любовник, она же ее тетка, отчаянно защищает коварную разлучницу? Ну, а может, она просто ненавидит своего мужа, а к племяннице относится как к дочери. А для Миши она тоже как дочь. У некоторых мужчин есть совесть. Очень неубедительный аргумент для суда. Кто-то один из этих двоих лжет. Скорее всего, что оба. Ну а что ты предлагаешь? Детектор лжи? Он у нас добровольный. Вот. Вот мой детектор лжи. Это не вариант. Как ты правильно сам заметил, нам нужны доказательства для суда и для Михаила. Иначе он так и будет продолжать настаивать на своем. Доказать признавшемуся убийце, что он невиновен, это практически невозможно. Почему нет, если это так? Надеюсь, его адвокат хотя бы поделится с нами частью гонорара. Во время отборочных соревнований на какой-то чемпионат Михаил и Борис дошли до финала. Борис предложил Михаилу сдать бой. Но Борис, в свою очередь, должен был отказаться от Ольги. Ты помнишь этот бой? Когда Улюкаев выиграл нокаутом и полетел на Европу. А его соперник получил серьезную травму и закончил карьеру. Ну, а девушка, в свою очередь,
выбрала победителя. И тем не менее, ты отказываешься от его показаний. Почему? Фрейд попросил дать ему час. Фрейд. Ты знаешь, в жизни бывают такие моменты, когда надо отказываться от того, кто казался тебе дорог. Понимаешь? Если, да, это разговор о Фрейде, то я... Нет, это разговор о ратнике. Он женат. Он разведен. Он находится в официальном браке. У него 2 детей. Мне очень жаль. Мне кажется, что он тебе... Я сама решу, кто он мне. Вот здесь вот все о нем. Ты, конечно, будешь решать сама. Но строить счастье на несчастье сразу 3 людей, да и просто быть любовницей женатого человека. Я думаю, что твой отец, если бы он был бы жив… Где моя племянница? Я пришла, чтобы забрать ее отсюда. Наш адвокат едет. А как раз сейчас оформляются документы для ее освобождения. А вы в курсе, что ваш охранник Михаил признался в убийстве вашего же мужа? Михаил убил Борю? Тогда я тем более не понимаю, что я делала в этой комнате. А может быть, поможете нам опознать даму в светлом пальто и очках? Мы ее как раз нашли. Отличный фитнес-центр. Везде видеокамеры. Вот смотрите, вот появляетесь вы. Появляетесь ровно в указанное вами время. Разве это странно? Это как раз говорит о вашей честности. А вот загадочная незнакомка, которая ровно через 3 часа после того, как вы появились в центре, покидает его. А вот через 2 часа она обратно возвращается. А вот вновь вы покидаете центр и опять в точно указанное время. Что говорит не только о вашей честности, но и о железном алиби. Приятно, что это лишний раз подтвердилось. Да. Но, с другой стороны, незнакомка-то из центра не уходила. Может, она угорела в сауне или утонула в бассейне. Может, у нас еще одно нераскрытое убийство. Кажется, вы сказали, что нашли ее. Это что такое? Может, очередная любовница Бориса? Поможете нам опознать даму в светлом пальто, которая вместе с Борисом пришла в центр в день его убийства? Кажется, это не она. Будьте любезны, вот очечки волосята. Может, примерите? А вы не хотите? Очень хочу. Но я боюсь, что тогда он меня опознает. Когда вы пришли с Борисом, Михаил вас сразу узнал, но не подал виду. А утром, когда узнал об убийстве, как вы и рассчитывали, промолчал. Ах, Ольга Владимировна, как вам не повезло с мужем. Он оказался бабник, да еще и без тормозов, да еще он племянницу совратил. С этим надо было что-то делать. Я ничего не делала. Как же? Вы же убили неверного супруга и подставили собственную племянницу. Все, что вам оставалось, это ждать суда, защищать Женю. Так бы никто не догадался, что вы хотите ей отомстить. Женя для меня родной человек, и я не держу на нее зла, я вам уже говорила. Это дико умилительно. Жаль, Михаил вас узнал в ночь убийства. Разумеется, он ничего не сказал. Но, когда мы задержали Женю, он потребовал от вас не ломать ей жизнь, как сломали вы ему. А вы ему сказали, что у вас железное алиби. Ну, что мог сделать влюбленный боксер? Только положить на плаху собственную голову. Где она, кстати, уже была. Ну что ж, похоже,
Без адвоката я не обойдусь. У нас даже есть доказательства. Роман Витальевич нашел ваше светлое пальто. Разумеется. Можно сказать, что таких пакетов миллион. Но чек-то один. Продавец, который продал вам в магазине пальто, парик и очки, вас опознал и уже дал показания. Вне всяких сомнений, продавца тоже можно убить. Но 21 век. И там есть видеокамеры. Оргтехнику можно разрушить. Чтобы это предотвратить заранее, мы решили вас задержать. Я ничего не перепутал? Нет, абсолютно правы, Роман Витальевич. Ага. Это так действует сеанс омоложения? Ты еще не знаешь, как действует сеанс массажа. Эротического. Глубокого эротического. Тогда домой? Лучше в павильон. Дома скучно. Она позвонила мужу и попросила заехать за ней в оздоровительный центр. Интересно, когда она вышла в таком виде, он удивился? Ну, а ты бы удивился, если бы увидел Надю в таком костюме. И машины у меня такой нет. Ты сам не такой. А ты был прав. Анькин ухажер женат. Ты ей уже сказал? Чё она? Кажется, собирается поступать мне назло. Девчонки. Девчонка. Ну, ты же не скажешь, что я виноват в этом. А кто? Зачем ты сделал Фемиде шапку? Это твой кабинет. Ты вчера после текилы сделал шапку Фемиде и сказал: плыви, родная, в Аргентину. Больше не буду пить текилу.